Всем привет, друзья! Меня зовут Сергей Черетович или просто Че. Я нахожусь сейчас в Калифорнии и решил возобновить серию своих влогов на YouTube. В данных видео мы поговорим о жизни в Америке. Если вы обратили внимание, на заднем фоне лежит блокнот, в котором находятся все мои заметки. Многие мои друзья и знакомые задают мне вопросы, на которые я хочу с удовольствием ответить. Темы, которые мы будем обсуждать, это: как сюда попасть, что здесь можно делать и надо оно вам вообще или нет. Поехали! Это видео будет посвящено теме номер 1. Как попасть в Америку. Чтобы попасть в Америку, вам надо желание, виза и деньги. Очень много денег. Пункт номер 1. Желание. Как получить желание, чтобы сюда ехать? Да очень просто. Заходите в интернет и читаете, что такое Америка, как сюда попасть, изучаете материалы, смотрите инстаграм друзей, знакомых, находите себе единомышленников и наблюдаете за их жизнью. И смотрите, что они публикуют, о чем рассказывают, как живут и так далее. Я вам рекомендую прежде изучить этот вопрос, потому что Америка – это другой мир. После того, как у вас появилось желание, приступайте к действию. Надо сделать визу. Виза достаточно сложный процесс, по мнению других людей, но на самом деле это очень просто. При желании нет никаких сложностей. Чтобы сделать визу, вам необходимо заполнить анкету, оплатить визовый взнос и пойти на собеседование. Всего лишь 3 шага. Теперь более подробно о каждом из них. Заполнить анкету. Мы рассмотрим туристический тип визы B1, B2. Это самый популярный тип визы, чтобы попасть в Америку. В зависимости от страны, где вы хотите подавать заявку на получение туристической визы, есть определенный уровень внимания к подозрению на вашу миграцию в эту страну. Например, гражданам России, Беларуси или Украины более тщательное внимание. В своем случае я подавался в Польше, в Варшаве, потому что я там жил. Самое главное – это подтвердить то, что вы являетесь не мигрантом. Вы просто турист, который хочет посмотреть страну, который хочет увидеть Америку, что у вас очень стабильная ситуация в том месте, где вы находитесь, что вы любите свою страну, а Америка является просто туристическим пунктом, в который вы хотите просто потратить деньги, провести хорошо время. Вам, кстати, надо показать, что у вас есть доходы, что вы финансово обеспеченный человек, что вы едете ни в коем случае туда на заработки. Запомните самую главную вещь – это показать то, что у вас нету миграционных намерений. Также важным пунктом необходимо показать, что вы являетесь финансово состоятельным человеком, что вы независимый, у вас есть доходы, у вас есть работа, и вы хотите потратить эти деньги в стране. Если вам нужны советы или рекомендации, основанные на личном опыте, пишите мне в инстаграм, с удовольствием поделюсь информацией. После того, как вы заполнили анкету и подали заявку, вам необходимо оплатить визовый сбор. Это в районе $200. Не знаю, как в других странах, но в Польше это стоило 760 злотых. Подаете заявку, оплачиваете и делаете appointment с визовым офицером. В течение недели у меня было уже интервью. Окей, теперь перейдем к самому важному этапу, это прохождение интервью. После того, как вы заполнили всю анкету, вы как на ладони. Всю информацию, которую вы предоставили в анкете, будет знать визовый офицер и, соответственно, будет вам задавать интересные вопросы, которые попытаются вывести вас на чистую воду, являетесь ли вы мигрантом или нет. Для них, напоминаю, что для них это самый важный критерий, дать вам визу или нет. Соответственно, вы приходите налегке, на расслабончике, потому что вы хотите попутешествовать, вам по кайфу, хотите потратить много денег, посмотреть страну, покайфовать. Соответственно, не надо нервничать, не надо придумать никакие истории, говорите правду, получайте удовольствие от общения с этим визовым офицером. Они также прекрасно понимают, что получение визы – это, в принципе, стрессовая ситуация. Даже если вы будете нервничать, они будут понимать, что это не потому, что вы врете, или там что-то хотите там скрыть или придумать, а просто это стрессовая ситуация, и все. Соответственно, релакс, спокойствие и общайтесь с визовым офицером. Вопросы могут возникать различного характера, но все они будут направлены на то, чтобы выявить у вас миграционные намерения. После приятной беседы с визовым офицером у вас будет 2 варианта событий. Approved or not approved. Approved cool, через неделю ваша виза будет у вас на руках. Not approved, no stress, всегда случается, вы можете податься сразу же. Найдите ответы на возможные вопросы визового офицера в следующий раз и подготовьтесь к ним более детально и будьте просто более убедительны. Опять же, напоминаю, каждый случай индивидуален, я не знаю, какой у вас случай, его надо рассматривать индивидуально, но запомните пункт номер 1. Вы не являетесь мигрантом, вы едете кайфовать и посмотреть Америку. Все, что вам надо знать. Закончили с пунктом номер 2, перейдем к пункту номер 3. Деньги. В Америке надо много денег. В зависимости от того, сколько вы хотите находиться в стране, подготовьте максимально возможную сумму денег. Сколько вы с собой их не возьмете, их всех не будет. Об Америке и деньгах мы поговорим в следующих видео. А на этом все.
Я надеюсь, вам понравилось это видео, оно было для вас полезным. Мне очень важно знать ваше мнение, я надеюсь на вашу поддержку. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Если у вас возникают вопросы на тему Америки или просто хотите пообщаться, смело пишите, с удовольствием пообщаюсь с вами. На этом все, всем пока, до следующих выпусков. Меня зовут Сережа Черетович. Alright. Hello to everyone, YouTube. Че поговорить нахуй? Hello to everyone, my name is Sergio or Sergey in Russian. I want to be famous as well as every YouTuber in the world, to do nothing, earn money and have fun and to meet new people. So what this vlog about? Let's get started.